Я поговорю с вами. У меня есть пара просьб. Ладно. Во-первых, мои нервы на пределе. Я безумно хочу курить. Это 26-летний Джо Робертс, и он только что сделал себя главным подозреваемым в загадочном исчезновении Бритни Тавар. Чего он не понимал, так это того, что его допрашивали лучшие детективы Флориды, которые прилетели через всю страну, полные решимости найти Бритни и раскрыть его мрачную тайну. Бритни Тавар знали как свободолюбивую женщину. Из тех людей, кто никогда не кичился богатством своей семьи. Она жила в Сент-Агастине на семейные деньги и была постоянной гостьей в пляжном клубе Oceanside Serenata. 5 июля 2010 года Бритни пришла на вечеринку в пляжный клуб. Вечеринку, которая станет последним местом, где ее видели. В то время Бритни судилась со своей соседкой Энн, добиваясь судебного запрета на повторное насилие. Она должна была явиться в суд 6 июля, но так и не пришла. Ее отсутствие заметили сразу же, что побудило друзей проверить, как она. Увидев, что машины нет, а на стук в дверь никто не отвечает, они решили взломать дверь, но Бритни нигде не было. В тот же день ее подруга Бренда заявила о пропаже человека, официально начав поиски Бритни Тавар. Внутри дома друзья Бритни заметили две странные вещи. Раздвижная стеклянная дверь была слегка приоткрыта, а кондиционер работал. Бритни всегда тщательно все запирала перед уходом, поэтому возникли опасения, что ее могли похитить. Масло в огонь подлило то, что обе собаки Бритни тоже пропали. Было неясно, забрала ли она их с собой или они выбежали через открытую дверь, но это добавило зацепок для следствия. Несколько недель спустя одну из собак нашли в Хопкинсе, Южная Каролина, более чем в 300 милях от дома Бритни. Учитывая, как сильно Бритни заботилась о собаках, было шоком обнаружить животное, покрытое красными пятнами. Предположив, что это может быть кровь, следователи провели анализы, чтобы выяснить, принадлежит ли кровь Бритни Тавар. Тем временем детективы обыскали дом Бритни и обнаружили, что ее кредитные карты, драгоценности и машина пропали. Изначально они рассматривали версию, что она могла уехать сама. Чтобы проверить эту зацепку, они подняли историю транзакций и обнаружили, что ее картой все еще пользуются. Одна из транзакций после ее исчезновения была зафиксирована в Вайоминге. Когда детективы просмотрели записи с камер банкомата этой транзакции, они заметили мужчину, использующего ее карту и управляющего машиной Бритни. По словам ее друзей, Бритни в последний раз видели на уличной вечеринке с этим самым мужчиной. Они также рассказали, что он жил в одной из ее свободных комнат. Этим человеком был 26-летний Джо Робертс. Это вызывало кучу вопросов. Кто такой Джо Робертс? Почему он жил в одной из свободных комнат Бритни? И почему он разъезжал там, используя ее кредитные карты и ее машину? Детективы даже получили видеозаписи из того времени и места, где Робертс совершал покупки, и отметили, что он был один. Судя по его следу из транзакций, казалось, что он планировал сбежать, пересечь границу с Канадой. Чисто гипотетически этот план мог сработать. Он мог уехать на внедорожнике Бритни через границу, пока детективы были рассредоточены между Южной Каролиной и Флоридой, но два акта абсолютной глупости привели к его аресту. Во-первых, транзакции, по которым его было очень легко выследить, а затем, во-вторых, его попытка украсть еду в магазине в Сиэтле. Все верно, его повязала полиция Сиэтла по обвинению в мелкой краже. Чего Робертс не знал, так это того, что детективы из Флориды уже вылетели, чтобы допросить его. «Джо, мы хотим поговорить о бордерах во Флориде». «Эй, как дела, Джо? Что происходит?» «Джордж Брендли». «Джозеф? Как тебя лучше звать?» «Джо? Рад знакомству. Извини, что выдернули тебя вечером. У нас тут набралось дел, руки дошли только сейчас. Но я ценю, что ты встретился с нами. Ты под стражей, так что перед началом я должен зачитать тебе правила Миранды». «Я знаю, патрульные вчера уже читали, когда говорили с тобой, но давай я зачитаю это, и мы поговорим, если ты не против, и я отвечу на любые твои вопросы». «Ты местный, Джо?» «Я жил в Сиэтле какое-то время, когда рос в начальной школе и начале средней. Но вообще я родился в Висконсине, а в старшую школу ходил в Индиане». «И что привело тебя в Сиэтл?»
Искал перемен, старая подруга. Не знаю, просто мне нужны были перемены. Старая подруга? Да, старая подруга, с которой я не общался очень-очень давно. Она объявилась, мы разговорились, и я приехал сюда повидаться с ней. Вот и все. Подруга. Из-за женщин мы вечно мотаемся по всей стране, верно? Да, они склонны это делать. Есть такое. Ладно, а как ты сюда добрался? Я вел машину. Ты вел машину? У тебя своя тачка или одолжил у кого-то? Одолжил у кое-кого. Ладно, и чья это машина? Девушки по имени Бритни. Бритни из Флориды. Из Флориды? Какая у нее фамилия? Товар. И вот так просто, за первые 5 минут, он легко связал все точки для детективов. Но он сказал, что одолжил машину, что весьма иронично, ведь прошло почти 2 месяца. И где эта машина сейчас? Она все еще здесь. Я так понимаю, ордер именно из-за этого? Да, очевидно. Ну, я думал, ты знаешь, из-за чего он. Не хочу ходить вокруг да около, но я полагаю, что дело в этом. Ведь она наверняка хочет вернуть свою машину, в этом-то и проблема. Ну да, так что да, она все еще здесь. Но у меня больше нет к ней доступа. Она... стояла возле библиотеки. Ладно. И что ты сам думаешь обо всей этой ситуации с обвинениями? Она вообще знала, что машина у тебя? Она знала, что машина у меня. В общем, я могу понять. Были проблемы. Ну и, понимаете, я вообще не могу до нее дозвониться, так что без понятия, что происходит. Я просто не понимаю ордер на $500 000. В какой-то момент он намекнул, что отношения между ним и Бритни закончились не на хорошей ноте, что вызывает вопрос. Она добровольно одолжила ему машину, или он просто ее забрал? К слову, если вам нравится видео, пожалуйста, подумайте о подписке на канал. Это помогает сильнее, чем вы думаете. Ладно, вернемся к делу. Что мы можем сделать, чтобы это исправить? Я понятия не имею. Ну скажи мне вот что. Кто она тебе? Кем она была? Просто подруга. Мы встретились в магазине Barnes Noble. Она хотела начать бизнес, а я был в полной заднице во Флориде, и я согласился. И тут она идет и покупает мне компьютер, чтобы мы могли запустить этот бизнес, верно? И я такой: отлично, давай начнем. Она разрешает мне переехать в ее дом и начать помогать ей поднимать эту компанию. Вот только проблема в том, что, когда дело пошло, всю компанию запускал один я. И хотя она мне сильно помогала, ничего не вышло, потому что сама она вообще ни хрена делать для этого не хотела. И все свелось к тому, ее позиция постоянно менялась с «я помогу тебе с этим» на «я помогу тебе с тем». Так что в итоге ничего не получилось. Короче говоря, я понял, что ничего не работает. В понедельник мы крупно поссорились, была большая драма, и в общем все крутилось вокруг этого. И я ей говорю: слушай, есть ли какой-то другой вариант? У меня есть друг в Сиэтле, я бы хотел уехать в Сиэтл, можно мне поехать в Сиэтл? И можешь ли ты как-то помочь мне добраться? И она такая: ладно, да, ты можешь взять мою машину и ехать в Сиэтл. И я такой: супер, спасибо, я все верну. И она разрешила мне взять машину и ее мобильник, и я сел в машину с телефоном и уехал. И через пару дней, точнее, она дала мне еще и свою дебетовую карту, чтобы у меня были деньги на бензин и чтобы, по сути, у меня водились деньги на заправку. Мы уже знаем, что он вовсю пользовался ее кредитками, но тут он сам в этом признался, заявляя, что тоже одолжил их. По словам друзей Бритни, она была добрым и щедрым человеком, который из кожи вон лез, чтобы помогать людям. Она даже пускала бездомных пожить в свои свободные комнаты, чтобы помочь им встать на ноги.
Доброта Бритни была неоспорима, но количество вещей, которые, по словам Джо, она позволила ему одолжить, превращает ее в настоящую святую. Какой был план? Как она должна была тебе звонить? У тебя был телефон? У меня был ее мобильник. О, у тебя был ее мобильник? Ладно, так она должна была звонить тебе на этот мобильник? Да, она должна была звонить мне на мобильный, но, к несчастью, фон сдох, потому что, когда я уезжал, я забыл взять зарядку. У меня ее не было с собой. Понятно. Но если в двух словах, я, в принципе... Я на самом деле подумал, что она просто... Что что-то случилось, и она на меня разозлилась. Ну и, знаете, я ее тоже вроде как немного киданул. Потому что я взял немного денег и кое-какие драгоценности. А она узнала об этом? Да, думаю, да. Я не знаю. То есть ты не уверен? Она никогда не предъявляла тебе за это? Я с ней об этом больше не говорил с тех пор, как уехал. Сколько денег ты взял? Пару сотен баксов. Давайте проверим инвентарь. У Джо были ее кредитки, ее внедорожник, ее наличка, ее мобильник и даже ее драгоценности. Достойно уважения, как детектив сохранял самообладание, потому что, будем честны, от такого уровня наглости любой мог бы просто рассмеяться в голос. Что еще более шокирует, так это то, как буднично Джо во всем этом признавался, будто это в порядке вещей. Это поведение опасного психопата. Сколько машин она тебе дала? Ты сказал, что пользовался дебетовой картой или чем-то еще? Кредитную карту и дебетовую карту. Мы же сказали только одну машину. Ну, ты сказал, что должен был пользоваться только кредитной картой, тогда зачем она дала тебе дебетовую? Она и не давала. Это была одна из тех вещей, которые я даже не осознавал, что взял ее, пока не уехал, ладно? Так что... Понятно. Значит, она явно была бы расстроена, если бы узнала, что у тебя обе карты. И сейчас она, скорее всего, зла. Ну да. А потом в Айдахо меня тормознули. И я на самом деле подумал, что это из-за нее, потому что я ничего от нее не слышал и сам ей не звонил. В общем, я не слышал о ней, и когда меня остановили, я разволновался, потому что у меня не было с собой удостоверения личности. Мои права были, но самого ID не было с собой. Мои права остались в Индиане. Короче, я испугался, потому что подумал, что она, заявила на меня или типа того. Вот почему я сначала застремался, когда меня прижали. И как все прошло? Они меня отпустили, потому что я объяснил им, что к чему. Я сказал, я просто еду, вы понимаете. Хотя на самом деле я там немного приукрасил. В смысле приукрасил? Что ты имеешь в виду? Я наплел им, что гощу у своей тети, она сейчас в городе, и извинился, сказав, что я не местный и превысил скорость, потому что знаки там безумные. А знаки там реально безумные, типа зона ограничения скорости меняется каждые 30 миль. И, короче, я до этого ехал по хайвею и привык жать на газ. В общем, коп вошел в положение, сделал поблажку, и я уехал, переночевал и двинул дальше. Через некоторое время он начинает понимать, что слишком увлекся своим рассказом. И до него доходит, что он все еще не понимает главного. Почему он здесь? Ведь он достаточно умен, чтобы сообразить. Все это не из-за мелкой кражи или превышения скорости. Дело в чем-то куда более серьезном. Так что у меня к вам вопрос. Я имею в виду, угон машины — это одно. Но почему сумма залога за меня такая огромная? Хороший вопрос. Я как раз надеялся, что ты мне сам на него ответишь. Этот ордер из Флориды, да. Я имею в виду, очевидно, сумма залога пугающая. Ну да. И я надеялся, что, возможно, ты прольешь свет. Может, в этой истории есть что-то большее, чем просто угон. Не знаю. Я имею в виду, может, ты украл у нее что-то поважнее машины? Нет, насколько я знаю, только машину. Драгоценности и карты, верно? Но насчет одной из них ты сказал, что она разрешила тебе ей пользоваться. Ну да, но она не знала про остальное, так? Знаете, мне, пожалуй, стоит нанять адвоката. Вы думаете, мне стоит? Да, я думаю, мне нужно поговорить с адвокатом, потому что я без понятия, к чему все это ведет. Очевидно, есть что-то, чего вы мне не договариваете. Да я понятия не имею, что ты имеешь в виду. Я могу поговорить с адвокатом?
Абсолютно без проблем, но... И вот первая умная вещь, которую он сделал. Он попросил адвоката. К несчастью для него, это произошло уже после того, как он нанес колоссальный ущерб своему делу. Теперь вы можете подумать, что дело идет прямиком к суду, верно? Но перед тем, как закончить допрос, детектив тонко напоминает Джо о том, что поставлено на кону. Внимательно следите за этим моментом. Мы можем чем-то помочь? Связаться с твоей семьей? Хочешь поговорить со своей тетей в ближайшем будущем? Ну да, думаю, да. Я видел свою бабушку сегодня в зале суда. Ну вот, отлично. О чем я вообще понятия не имел, как она узнала, но... Хорошо, послушай. Раз уж ты сказал, что хочешь поговорить с адвокатом, а ты парень умный, и ты знаешь, что я больше не собираюсь задавать тебе вопросов по делу, но я хочу сказать, что твоя семья очень за тебя переживает, и они хотят поговорить с тобой. И ты, и я знаем, что за этим стоит гораздо больше, и мы уже практически знаем, что произошло. Зачастую цель нашего участия в расследованиях — узнать вторую сторону истории. Чтобы, если это была простая ошибка или кто-то сорвался в ярости, потому что другой человек сделал что-то не так, в рамках самообороны, так сказать, то это совершенно другая история, нежели когда кто-то действует умышленно просто потому, что ему так захотелось. Если ты понимаешь, о чем я. Есть разница между тем, кто хотел это сделать, и тем, кто не хотел. Это все, что я говорю. Так что просто имей в виду, что для того, чтобы мы снова поговорили, ты должен сам попросить меня об этом, ладно? Потому что я больше не могу прийти к тебе сам, несмотря ни на что. Так что ты должен сам попросить поговорить со мной, если захочешь. И знай, что есть еще много вещей, о которых мы могли бы поговорить, и ты прекрасно понимаешь, о чем я. Все, зачем я здесь, это убедиться, что ты не какой-то монстр, а это был просто один большой несчастный случай. Вот и все, ради чего мы здесь. Ладно? Ну ладно, по рукам? Да. Хочешь поговорить со своей тетей перед моим уходом? Хочешь, я наберу ее для тебя? Да, конечно. В этот момент видно, как Джо начинает сомневаться в себе. Для человека, знакомого с судебной системой, это был бы момент, чтобы спокойно стоять на своем требовании об адвокате и готовиться к суду. Но Джо не такой. В минуту нерешительности он берет и отменяет единственное умное решение, которое принял до сих пор. И я скажу вам вот что. Я совершил огромную ошибку. Я не знаю, как это вышло. Я не знаю, почему это произошло. Я даже толком этого не помню. Я психанул и убежал. Но все мы совершаем ошибки в жизни. Все до единого. Я совершал свои, Джордж совершал свои. И, какие-то ошибки чуть больше других, но мы ведь человеческие существа, вот что он пытается сказать. Помни, что в конце концов мы все просто люди, верно? Но да, мы уже практически знаем, что стряслось, понимаешь? Так что на самом деле произошло? В ночь на вторник мы поссорились, в общем, мы крупно поспорили. И я был так... А она все никак не затыкалась насчет этого дурацкого судебного процесса, на который ей нужно было идти. И когда я говорю «не затыкалась», она реально не затыкалась, была просто помешана на этом. Помешана до такой степени, что это было единственным, о чем она вообще говорила. Это была вся ее жизнь. Вот именно. И, она хотела, чтобы я сделал эти видео для нее, для ее улик, чтобы она могла получить этот судебный запрет. И я делал это, делал кучу раз. И в ту ночь она снова пришла ко мне и говорит: «Эй, мне нужно, чтобы ты снова подготовил эти видео и записал мне 2 DVD». Я такой: «Ладно». И мы поссорились из-за чего-то другого. Я уже точно не помню деталей. Короче говоря, я был в ярости. Но я сказал: «Ладно, я сделаю тебе эти диски». Она тоже была в бешенстве и бросила: «Я не хочу, чтобы ты завтра шел со мной в суд». И я такой: «Отлично, супер». И знаете, я ушел в свою комнату, смотрел что-то, делал свои дела, засиделся допоздна, но диски сделал и оставил их на кухонной стойке. Вообще-то я оставил один на стойке, а второй... Нет, оставил оба на стойке. В общем, я пошел спать. И помню, как проснулся, должно быть, было рано. Помню, проснулся и услышал, как она заводится из-за чего-то. Больше я мало что помню после этого. А потом я помню, что стою над ней, она мертва и повсюду кровь. Но сделай глубокий вдох, переведи дух на минуту и подумай о той части, которую ты упускаешь. О том, как именно она оказалась на полу и откуда вся эта кровь. Я имею в виду, как это произошло. Честно, мужики, я толком не помню.
Не знаю. Я помню, как проснулся и услышал, как она орёт из-за того, что на дисках нет подписей. И я вышел и стал орать на нее, называть неблагодарной. А потом я схватил кое-что и ударил ее. Ты помнишь, что именно ты схватил? Молоток, кажется. Сколько раз ты ее ударил? Не знаю, слишком много. Она пыталась убежать? Я не помню. Ну, ты начинаешь вспоминать. Ты уже многое вспомнил, просто не торопись. И что ты сделал дальше? Что ты сделал после того, как, после того, как она... Я накрыл ее одеялом, какое-то время просто... Я знатно психанул. Пошел купил пачку сигарет, сел на заднем крыльце и выкурил всю пачку, одну за одной, пока не решил, что делать дальше. А потом я сделал это. Что по сути означало полностью отмыть всю кровь, я залил все отбеливателем вокруг. И в общем, моей целью было просто выиграть время. Я не думал, что мне это сойдет с рук, я просто пытался потянуть время. После полного признания и сверки улик, допрос превращается в то, что больше напоминает подкаст. Представьте себе 3 микрофона и детективов, которые буднично беседуют с Джо о том, что могло бы произойти, если бы он не совершил одну критическую ошибку, не попался на краже еды. Как я и сказал, если хотите честно, я мог бы вообще исчезнуть. Я уже был в бегах месяца 3, 3,5, 4, вроде того, да. Если бы я мог уехать из страны, какой у тебя был план? Куда бы ты поехал? В Канаду? Нет, я как раз хотел, чтобы вы, ребята, так думали. Я собирался на юг. Я просто доехал до сюда, и когда добрался, переоценил всю ситуацию. А мы ведь получали наводки на тебя в Орегоне, так что мы думали, что ты, вероятно, прячешься в предгорьях и собираешься двинуть на юг, потому что наступали холода. Ну да, я хотел, чтобы вы думали, что я иду на север, а сам планировал уйти на юг. И когда я приехал сюда, я такой, ну ладно. Ну, твоя тетя сначала на нас разозлилась, потому что мы отправили полицию во все места, где ты когда-либо жил. Так что, очевидно, это коснулось ее и ее друзей. А тут еще кто-то вломился в ее дом. Я не вламывался в ее дом. Да, мы знаем это теперь, но это реально спутало нам все карты, потому что ты так долго был в бегах, и вдруг ее дом грабят в августе, в середине августа, да, и мы железно подумали, о боже, неужели он сделал крюк, как-то вернулся в Индианаполис, сторчался, и ему срочно понадобились вещи. Ну да, но что есть, то есть. Кто-то залез в ее дом, случайность, паршиво, сочувствую. Да, это хреново. Это одна вещь, которой я хотел избежать. Я не хотел впутывать свою семью и не хотел, чтобы они... Я понимал, что они со временем узнают. Просто отстойно, что вам пришлось поехать повсюду, где я раньше жил. Ну, на тот момент я же не знал точно, что произошло. Мы должны были пытаться найти тебя, так сказать. Я должен был предполагать, что ты попытаешься направиться туда, где тебе все знакомо, понимаешь? Но есть... Да, в итоге я бы, наверное, осел где-нибудь в Южной Америке. Есть что-то, чего ты нам еще не рассказал. О чем, как ты думаешь, нам нужно знать касательно этого инцидента или чего-то еще? Да вроде нет. Думаю, я все изложил. Вы, ребята, и так уже знали про покупки в Walmart и... Да. А лопата, которой ты ее закопал, где она? В доме осталась? Понятия не имею, если честно. Я предполагаю, она, скорее всего, в доме. Как вы и сказали, я не знаю, было ли там вообще... Короче, там была кромешная тьма, и я очень торопился, потому что не хотел попасться. Так что это были ненормальные похороны. Она этого не заслужила. Как думаешь, для нас это место будет очевидным, или она зарыта довольно хорошо? Она укрыта, но я не думаю, что прямо намертво. Прошло уже время. На ней мусорные пакеты, в общем, обернуты вокруг нее. Ну, я так сделал из-за запаха просто. Пакеты закрывают все тело? Да, потому что это должно было помочь удержать. Да, это помогает консервации. Ну, я так и думал. В общем, там 3 пакета. 2 по краям и 1 посередине, разрезанный. И одеяло на ней. Ага, сначала одеяло, а потом пакеты, верно? Да. Это была чистая вспышка ярости с молотком. Или там было другое оружие? Было ли там больше насилия? Все, что я знаю, был молоток и просто дикое количество крови после этого. И она была еще жива какое-то время. И еще у нее было перерезано горло. И я без понятия, как это вышло. Ты говоришь это потому, что сейчас у тебя всплыло реальное воспоминание о том, что оно перерезано. Я не помню, как делал это. Ладно.
В этой беседе Джо даже признается, что забрал собак Бритни намеренно, надеясь, что это создаст видимость, будто она просто уехала сама. Но на этом веселье заканчивается. Джо Робертсу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Однако его защита договорилась о сделке о признании вины, сославшись на его психическое состояние и сложности с допустимостью некоторых улик. В рамках этой сделки он признал себя виновным в убийстве второй степени и был приговорен к 30 годам заключения в исправительном учреждении штата Флорида. Если это дело показалось вам ужасным, обязательно зацените мое видео про каннибальскую бойню.